Добрый день! Тема этого видео – импотенция, эректильная дисфункция, стосн, различия между этими понятиями. Давайте теперь обо всем поподробнее. Думаю, что такое импотенция, вы знаете. Вообще переводится импотенция как бессилие, нету сил. Впервые я это слово услышал, мне кажется, либо в школе, либо в детском саду. Мы друг друга обзывали, мы не понимали, что это такое. Это такое ругательное слово, ничего хорошего в нем нет. Ну, в принципе, то же самое, как в эректильной дисфункции и стосне. Я думаю, для каждого мужчины это очень-очень важно. И все эти клеймо, которые ставятся, они очень сильно влияют на самооценку, на психику и так далее. Теперь давайте разбираться. Импотенция – это крайняя степень эректильной дисфункции. А эректильная дисфункция – это когда ставится такой диагноз тогда, когда более 25% половых актов считаются неудачными. Когда вот мы берем 100 половых актов, которые были у мужчины, и 25, 26, 27 половых актов, если у него неудачные, то есть эрекции либо нет, либо она очень-очень слабая, неспособная для фрикции, то тогда ставится диагноз эректильная дисфункция. А импотенция – это крайняя степень, как я уже сказал, эректильной дисфункции. И теперь я буду в этом видео все-таки говорить о том, что про различия импотенция, я также буду совмещать эректильная дисфункция и стосна. Вот что такое стосн? Стосн – синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. И вот теперь различия, причины, потому что очень много информации, когда люди путают, когда не понимают, что у них такое, и начинают лечить то, чем они не болеют, чего у них нету. И чтобы мужчины больше понимали, что происходит. Вот теперь причины импотенции, причины стосны и как можно отличить в простой физической жизни, в которой мы живем, когда у тебя стосн, либо импотенция. Ну, импотенция, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это такое. Это когда эрекции нет совсем для полового акта. И вот теперь давайте перечислю причины импотенции и эректильной дисфункции. Я прям зачитаю. Заболевания печени, сосудистые расстройства, травмы таза и позвоночника, нарушение работы центральной нервной системы, инфекции мочеполовой системы, воспалительные заболевания, простатит, сердечно-сосудистые расстройства, болезни кишечника, хронические заболевания, то же самое хронический простатит. Я помню 15 лет назад, когда устраивался на первую работу, мне поставили диагноз хронический простатит. И когда потом в будущем я устраивался на другие работы, пошел в армию, у меня также были медкомиссии, и потом почему-то он куда-то исчез. В общем, какая-то тайна с этим хроническим простатитом. То был, то есть, не понимаю до сих пор. Ну, никаких показателей к этому нету. И вот все, что я сейчас перечислю, это все является органическим. Это то, что у нас в нашем физическом теле. Естественно, у импотенции есть психологический фактор, но он очень-очень маленький. В большинстве случаев это органическая причина, а стосн наоборот. Там нету органической причины, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Все причины и все проблемы именно в нашей голове. В предыдущем сексуальном опыте, в страхах, в тревогах, в комплексе. Когда мужчина целый день думает, сегодня будет у нас запланированный секс, либо внезапный секс, вдруг у меня не встанет, а что будет? И как только происходит сам секс, и у мужчины либо нет эрекции, либо она очень-очень слабая, неспособная для фрикции, и секса самого по себе нет. То есть проблемы именно в бессознательном, в психике, в сознательном, в уме, в разуме, то есть именно в нашей голове. Это не органическое, а импотенция это именно органическое. И это очень-очень важно понимать. Вот импотенция есть, а есть стосн. Теперь, как определить простому мужику, когда у него импотенция, а когда у него стосн? Если утром у вас, либо по ночам есть эрекция хорошая, либо при мастурбации у вас есть эрекция и все происходит нормально, семяизвержение, эрекция и так далее, но во время половых актов у вас тревога, вы не понимаете, что будет, вы сразу же предыдущий опыт подключаете, вспоминаете, вы очень сильно концентрируетесь на самом половом акте, встанет, не встанет, то тогда у вас стосн. Если же по утрам нету эрекции, по ночам нету эрекции вообще, и эрекции, тяжело добиться эрекцию при мастурбации, то тогда это импотенция. Это вот разные такие вещи. Опять же, вот есть импотенция, это у нас органика, и мы работаем именно с физическим телом, лечим именно физическое тело. А есть стосн, это чистая психология.
И вот стосн, как я сказал, важно вот отличие, потому что очень многие мужчины путают, когда приходят на сессию, либо у меня стосн, либо импотенция. И я ничего, я запутался, перечитал интернет, везде какие-то страшные диагнозы ставят, а еще какая-то эректильная дисфункция есть. Но я уже говорил то, что в этом видео все-таки для простоты общения мы будем совмещать импотенция, эректильная дисфункция, потому что импотенция это крайняя степень эректильной дисфункции и стосн. И вот теперь как разделить? Я вам сказал, потому что, вот, как я говорю, мужчины, которые приходят ко мне на консультацию по психологии, по сексологии, и часто путают, либо у них импотенция, либо у них стосн, и мы уже разбираем конкретно, потому что это две совершенно разные методики лечения, чтобы не лечить то, чем вы не болеете. То есть тут мы работаем именно с физическим телом, с нашей органикой, тут мы работаем только в стосне. В стосне мы работаем только именно с головой. Еще часто такое бывает, то что когда у человека стосн, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, он пытается все свои проблемы переложить именно на физиологию. Ну я-то нормально, со мной в голове-то у меня все хорошо, это 100% что-то у меня с физическим телом. И он ходит от одного врача к другому врачу, к четвертому врачу, сдает все анализы, у него все окей со здоровьем, у него все хорошо, у него нет никаких воспалений, проблем, травм и так далее. Проблема у него в голове, и мы работаем именно с этим. И вот как работать именно с импотенцией, я думаю, вы прекрасно понимаете, это лечение, это доктора, это таблетки, возможно, где-то хирургическим путем, ну, то есть это отдельная история. Так как я специалист по работе со стосном мы работаем именно с нашей психикой, сознательным, бессознательным, с помощью дыхательных упражнений, с помощью медитации, с помощью самогипноза, аффирмации, с помощью НЛП приемов. Мы убираем страхи, комплексы, негативные воспоминания предыдущего опыта. Мы работаем с тревогой, чтобы человек не зацикливался на половом акте. Допустим, там, не знаю, завтра мужчина знает то, что у него будет половой акт запланированный или не запланированный, чтобы он не жил с этой мыслью постоянно. Завтра будет половой акт, завтра я буду спать с девушкой, хоть бы у меня прошло все хорошо, хоть бы у меня снова встал, хоть бы у меня была эрекция. То есть это неадекватный настрой. Часто стосн приводит такой пример, как это психологическая импотенция. То есть, опять же, тут важно понимать, импотенция это у нас органическое явление, а стосн это чистая психология, это вот работа с нашей головой, убеждения, страхи, комплексы, сверхценность секса, предыдущий опыт. И я с этим работаю, у меня есть сайт stosn24.ru, у меня есть авторские методики, вы можете зайти посмотреть, какими методами я работаю. Вы можете посмотреть мои отзывы по работе в разделе отзывы, там их большое количество. Можете посмотреть мои бесплатные видео, где, кстати, на своих бесплатных видео я очень много рассказываю практик, методик, как работать со стосном. Также у меня есть 2 гайда для самостоятельной именно работы, для тех клиентов, кто хочет решить проблему стосн самостоятельно, кто по каким-либо причинам не может пойти на терапию и хочет сохранить анонимность, конфиденциальность, то он может самостоятельно решить эту проблему. Зайдите на мой сайт, посмотрите информацию. И также там у меня есть гайд по работе, по самостоятельной работе с преждевременной эякуляцией, с быстрым семяизвержением. Как сделать так, чтобы не быть скорострелом, чтобы половой акт был длинный, такой, какой вы хотите. И в этом гайде я как раз собрал всю информацию, не только свои психологические знания, профессиональные знания, ну и опыт работы с клиентами. В этот гайд я вот все это укомплектовал. И вы можете посмотреть, опять же, всю информацию, прочитать на моем сайте stosn24.ru. Всю информацию я оставлю под ссылкой под этим видео. Надеюсь, в этом видео я помог вам разобраться причины импотенции и эректильной дисфункции, и причины стосна. Как определить, когда стосн и когда импотенция, и рассказал про методы работы по стоснам. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте, пишите в комментариях, либо в социальных сетях, буду на них отвечать. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.